Всем приветик, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мой приятель хотел поделиться методом, как он делает домашний торт с маринованными персиками. Он будет пользоваться банкой персиков, которые залиты в сиропе, и эта банка 250 или 255 грамм. Все это он спекет, потом он сделает крем, и все это в креме украсить красиво кремом, и тогда можно подавать на стол гостям. Я надеюсь, что это видео вам понравится, потому что мне самое интересно посмотреть, как он будет делать. И если это видео вам даст какие-то идеи, то очень прекрасно. А то, может, вы хотите попробовать сделать такой же торт, мини-торт сами дома. Как всегда, все составляющие ингредиенты я подпишу под видео. И за кадром я буду делать, комментировать, что он делает, чтобы вам понять точнее, как он делает все шаг за шагом. Итак, в первую очередь он приготовит все противни для выпечки. Он будет пользоваться, он делает 2 коржа, не так, что один корж и потом разрезает пополам, а он будет делать 2 коржа, что он взял 2 маленьких противня. Сейчас он немножко попрыскал пекарным маслом, оставить бумагу, чтобы легче было вытаскивать. И вот он приготовил 2 противни. А теперь в посудину от блендера мы переложим половину наших персиков с банки. И туда же высыпем весь оставшийся наш сахар. Теперь возьмем одну большую посудину, и мы разделим белки от желтка. Белки пойдут в белую посудину, а желтки пойдут в посудину для блендера. Итак, мы возьмем 2 яйца, белки пойдут в большую посудину для смешивания теста, а желтки пойдут в посудину для блендера. Теперь туда же в блендер мы добавим 1 столовую ложку сиропа с банки маринованных персиков. И теперь все это мы размельчим до однородной массы. Теперь мы взбиваем наши белки. Вот так у нас яйца должны быть, белки должны быть взбиты. Теперь добавим туда масло. Это растительное масло. Не забудьте, все составляющие будут подписаны под видео. И взбиваем. Теперь добавим немножко ванилина. Теперь содержимое с блендера, то, что мы сделали раньше, все мы добавим туда к яйцам, к белкам. И опять все это мы забьем. Теперь то, что там взбитые яйца и то, что с блендера, мы добавим нашу муку. И опять все это мы собьем немножко. На очень маленькой скорости мы немножко все перемешаем. И потом мы продолжим ложкой. Вот так должно у нас сейчас получиться, но мы сейчас перемешаем все ложкой. И теперь все содержимое мы переложим в наши формочки для выпекания. Разделим на 50 на 50. Тем временем наша духовка уже включена на 170 градусов. Насколько, наверное, минут 15, но точное время я вам скажу, потому что у всех разные духовки и по-разному все это делается. Все, мы поставили туда
формочки примерно 50 на 50, и все это пойдет в духовку на 170 градусов. Как я сказал, все это пойдет выпекаться при 170 градусов. В какое время, я вам скажу, как мы вытащим. Ну, ориентируйтесь по своим духовкам, и вы должны проверять спашки, чтобы спашки вышли у нас сухие. А теперь мы начнем делать наш крем нашему мини-торту. Так что мы взяли персики с банки, и сейчас мы порежем еще на мелкие кусочки. Сейчас эти кусочки мы мелко порежем и обратно поставим в мисочку, и тогда займемся взбитием сливок с Филадельфией. Как сливки с Филадельфией хорошо собьются, то мы добавим кусочки наших маринованных персиков и добавим немножко безе тоже. Наши коржи теперь спеклись при 170 градусах 15 минут. Теперь мы оставим их немножко остыть. Теперь мы взяли сироп с банки, немножко разогреем и зальем сверху наших выпеченных коржей. Сейчас в коржах мы сделаем немножко дырочек ножичком, и тогда сиропом мы зальем. И тогда оставим остывать все это. Теперь мы заливаем этот прогревшийся сироп на коржи. Итак, наши коржи теперь хорошо промазаны, залиты сиропом, и мы оставим в этих маленьких формочках до полного остывания. А тем временем мы займемся нашим кремом для нашего этого мини-торта. Крем мы все это собьем, поставим в холодильник, и когда наши коржи все остынут, то мы еще украсим кремом. Теперь мы займемся кремом. Туда в миску мы уже добавили наши сливки. Теперь мы добавляем ванилин. Теперь мы все это взбиваем. И после как это собьется, мы добавим нашу Филадельфию с сахарной пудрой. Теперь мы немножко размельчим нашу Филадельфию, немножко перемешаем с сахарной пудрой, и все это мы добавим в миску с взбитым сливком. И все это мы взбиваем. И теперь в эту взбитую маску, то, что у нас взбитые сливки с Филадельфией, мы добавили наши персики, которые... И теперь мы туда добавим немножко безе. У нас было 2 корзиночки безе, так что мы их добавляем и тоже хорошо перемешаем. И всю эту массу мы поставим потом в холодильник. Вот такой у нас крем получился. Теперь мы все это накроем и положим в холодильник. Итак, когда наши коржи остынут, мы все это промажем на наши коржи. Итак, коржи у нас остыли, и пора их нарядить нашим кремом. Теперь другой корж мы положим сверху этого. Итак, посмотрите, какой у нас домашний торт с консервированными персиками получился. Какая красота! Какая красота! И сейчас мы маленький кусочек отрежем, показать, как оно внутри получается и на вкус. Итак, кусочек мне отрезали попробовать. Посмотрите, какая прелесть, как красиво все выглядит. И теперь давайте попробуем. Настолько вкусно. Запах вкусный.
и сам по себе он вкусный. Бисквит такой пористый, как снежинка. Посмотрите. Я надеюсь, это видео дало вам какие-то хорошие идеи, или вы посмотрели это видео, тоже решили сделать. Попробуйте, вы не пожалеете, это будет очень-очень вкусно. Вы можете порадовать свою семью, своих друзей, кто к вам зайдут. Или просто для себя сделать, если хотите себя порадовать. Но на этой ноте я попрощаюсь с вами. Желаю вам самого-самого наилучшего. Берегите себя, своих родственников и своих близких. И самое главное, мирное небо всем. До новых встреч. Пока-пока.